Ребятки, требуется ваша помощь. Это охренеть как дорого. Кто в шлепках ходит по снегу? Дальнобой. Коронавирус никак не отстает. Всем привет. На первый взгляд может показаться, что я веду репортаж из некого бомбоубежища. Но нет, мы с вами в таком интересном месте, как Тракстоп в Норвегии. Вот там вот у нас душ. Вот эта дверка платный. И находимся мы довольно-таки внизу, ниже уровня земли. Здесь туалеты, чистенькие, ухоженные, дамские, мужские. Первый раз, когда я сюда попал, я так думал, что я не туда иду, потому что идешь вниз, 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 и становится жутко, и вот такие вот двери, и ты думаешь, что-то здесь не так. Но оказалось все так. Такая вот парковка, и это не подвал древнего замка, хотя может быть и похоже. Это подвал таверны Тракстопа. Так что, знаете, будете проезжать, есть такое вот место. Душ. Сколько стоит душ? Давайте спросим, сколько стоит душ. Hello? How much does the shower costs? 20. 20 NOK. Yeah. Okay, it's about 2 euros. Yes. Yeah, okay, thank you. 2 евро стоит душ. Это очень хорошая цена, потому что в Швеции на многих тракстопах такое удовольствие будет стоить 3. Ну, в Германии еще дороже, насколько я сейчас знаю. Хотя, может, ошибаюсь, поправьте. В Норвегии очень неплохо, на самом деле, развита сеть бесплатных парковок для грузовиков. Причем не просто парковок, а вот, например, как это. Оборудована номерами экстренных служб, которые, кстати, тоже неплохо бы знать, что в Норвегии они не как в Европе. Бесплатным электричеством, туалетом и душем в таверне. Нельзя холостой ход и нельзя вот этим вот биотуалетом парковаться здесь, кемпером. И вот она снабжена таким вот шкафчиком. В этом шкафчике есть 2 простые розетки на 220 для холодильника. Все открыто. Берете, подключаетесь, пользуетесь. Таких столбиков здесь несколько. Вот, например, холодильник норвежский встал передо мной. У него там есть 2 таких. На той стороне 2 штуки. И вдоль, скажем так, левого борта там еще несколько. Вот норвежский коллега запитал свой холодильник. И теперь стоит, не шумит и дизель экономит. И все бесплатно. Кстати, я забыл спросить очень немаловажный вопрос про мотель. Сколько же стоит мотель? Быстро идем уточнять. Excuse me, sir, I have one more question. What about hotel? How much does it cost per night? For a single room, it's about 80 euros. 80 euros per night. For single and for double. Yes, it's included something or it's only bed? With breakfast. With breakfast? Yeah. Okay, so I know. Yeah, thank you. 80 евро. 80 евро это охренеть как дорого. Включая завтрак. Таверна красивая, но это прям-таки не туристический какой-либо центр. Заправка таверны и в принципе-то и все. 80 евро. Ну, норвежские цены. Что ж поделать. И норвежские девчонки. Да? Эх, когда же я опять в Штаты полечу, а? Хочу в Штаты. Гимн спеть, что ли? Сашка, сестра моя, тебе привет.
Ну вот наш отель. Отель Стоп. Вон там мы спрятались в уголку. Но здесь вкусное, недорогое мороженое. 2,50 стоит мороженое. Такое хорошее, большое. А в остальном цены, конечно, норвежские. Не знаю, стоит ли оно того. Но 80 евро, когда в Падборге можно снять целую комнату, апартамент за 35. Однако. Вообще, как я уже говорил, в Норвегии распространена сеть тракстопов, которые организованы и подстроены специально под большегрузный транспорт. Туда обычно могут влезть как обычные полуприцепы, так и полноценные сцепки и паровозы, как мы их называем. Всегда есть душ и всегда есть туалет. Туалет бесплатный, душ может быть тоже бесплатный. От чего это зависит? Вот здесь мы сейчас находимся, это, так сказать, цивильный тракстоп. То есть тут помимо нас, водителей, есть еще гражданские. Эти гражданские туристы, которые приезжают поесть, передохнуть, запарковать там свои легковые автомобили, дозаправиться. Провести просто время. Вот зимой я видел здесь некую такую предрождественскую вечеринку. Было очень тепло и весело. И поэтому, скорее всего, в таких местах душ будет платный, ухоженный, вычищен, вымыт, опрятен. И есть также, скажем так, нецивильные тракстопы, которые тоже заточены под больших грузов, но там, скорее всего, будет отдельное здание. И в этом здании стиральные машины, кухонка, сушилка, душ, туалет, комната отдыха. И никаких туристов. Ну или вот, например, такая, как я говорил, дикая парковка. Стрелка немножко неправильно, Масьон указывает. Там вот заправка Shell, там есть душ, туалет. Ну и парковка, собственно, сравнительно небольшая. Парковочных мест 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь также есть столбы для подключения электричества. Та же система 220 вольт, но без холодильника. А некоторые... нет, открыты все. Только 220 вольт. Но немножко нелогично. Машины стоят здесь, а розетки тут. Как бы если кто-то поедет, будет твой провод перекатывать. И вот там обычно наши коллеги некоторые умудряются такие наделать делов, натворить, к сожалению. Парковка в Норвегии — это вообще такая тема. Зимой надо быть особенно осторожным, потому что многие парковки, они просто заметены, не убираются, туалеты и другие удобства закрываются на зимний период. И туда иной раз просто невозможно подъехать. А летом может таиться такая неприятность, что не все парковки для грузовых предназначены. То есть с виду заехать ты туда сможешь, а вот развернуться и выехать уже не получится. Иной раз можно задом попробовать и выехать, если движение маленькое, а иной раз можно и застрять. Короткое включение. Заехал, в общем, на Арктический центр. Место пересечения полярного круга на Е6 трассе в Норвегии. Ну, все видели наверняка в интернете, в фейсбуках частенько коллеги выставляют. Такая вот парковочка. Правду говорю. Коронавирус никак не отстает. Но мало кто знает и мало кто снимал. А у меня в Фейсбуке, в Инстаграме, к сожалению, нет. В Фейсбуке есть фотографии. Смотрите, что здесь. Памятник. И давайте посмотрим, что за памятник. И даже цветочки здесь есть. Советским военнопленным строили здесь дороги, в том числе место пересечения полярного круга. Советские военнопленные строили. А еще хочу показать одно интересное место. Если кто-то знает, напишите в комментариях, что это может быть, почему так делают,
что это такое за некий каменный музей и с чем он связан. Сейчас увидите. Итак, смотрите. Весь гребень, горный хребет, все усеяно вот такими вот конструкциями. Их было меньше, когда я был здесь первый раз. Сейчас их, очевидно, стало больше. Фух, по снежку пробежались наверх. Там мы где-то стоим. Вон там. Вид потрясающий. Ребятки, требуется ваша помощь. Кто знает, кто в курсе. Про памятник вот я рассказал. А про камешки. Что это такое? Вообще, исторически сложилось так, что Норвегия, она, казалось бы, страна там номер 1, 2, 3, супер страна, но своего, скажем так, в плане разработок, архитектуры, тут очень мало. Строят поляки, проектируют англичане, голландцы, разрабатывают новые места добывания нефти, англичане, немцы, голландцы. То есть некая такая иллюзия автономной страны, что ли. Ну вот и дороги, и туннели во время Второй мировой войны тоже строили не Норвегия. Еще есть вот такие будки, установленные в основном на лесных парковках. И работают они: красный занято, зеленый не занято. И написана инструкция: если горит зеленый свет, то можете просто провести любую магнитную карточку, и дверь откроется. Это еще не активная будка, но суть в том, любую, абсолютно любую магнитную карту, предположим, у нас есть порт 1, проводите, и дверь открывается. Денег никаких за это никто не возьмет. Но это лесная парковка, она как бы не трак-стоп. Просто тут можно передохнуть и свалиться с обрыва, например. Смотрите, какая красота. Можно прямо еще туда ниже пойти, но я не подготовлен для таких марш-бросков. По снегу я уже сегодня походил. Вот. А раз уж начали разговор вообще о парковках в Норвегии в таком ключе, что я уже показал лесную парковку, то сейчас коротко расскажу вообще по пунктам, какие парковки бывают, на какие зимой можно, на какие зимой, скорее всего, вы не попадете. И также летом есть парковки тоже, на которые можно не попасть. И что вообще лучше выбрать в Норвегии для того, чтобы запарковаться. В общем, в Норвегии, как вы уже, наверное, догадались, есть несколько типов парковок. Лесные, обычные, придорожные, обустроенные территории, как вот это вот с туалетом. Туалет может быть на магните, то есть закрыт, его всегда будут убирать. Дырка в полу, тип такой. Или, например, там какая-нибудь забегаловка будет стоять. Летом лесные парковки все открыты, но знак лесной парковки имеется, но въехать туда на грузовой, возможно, не получится, потому что, может быть, это какая-нибудь речная зона или еще что-то. Вы туда, может быть, и заедете, но выехать уже не сможете, развернуться будет негде. Зимой вообще лучше останавливаться только на трак-стопах, неважно каких. Они в 95% случаев в Норвегии будут хотя бы почищены и хоть как-то подготовлены и функционировать. Лесные парковки 90% зимой закрываются. Те, что остаются открытыми, может быть, на них можно заехать в этот карман, но может быть там просто туалет не будет работать.
потому что или замерзает, я не знаю, по какой причине они закрывают. Скорее всего, просто водостоки замерзают, и из-за этого все проблемы. И зимой 30 раз подумайте, спланируйте маршрут, и лучше остановитесь, так сказать, в правильном месте, чем вы останетесь на какой-нибудь парковке до приезда викинга. Все, ребята, не забывайте подписываться, ставьте лайки, дизлайки, будьте активны, посещайте Инстаграм и Фейсбук. Жду вас.